На обзоре у нас распаковка подводного бокса для Insta60 X3. Оригинальный бокс. Немножко отложим в сторону, буквально на 20 секунд. Отвлечем ваше внимание именно нужными и полезными ништяками. То есть обязательно должна быть у каждого вот такая вот как минимум селфи-палка 1,2 метра. Вот такой вот колпачок силиконовый в оригинале. Нужно сделать, как я рекомендую, защитное стеклышко приклеить на дисплей. И вот такие вот защитные колпачки, потому что если в случае падения или разбива вот этого объектива, не дешевое удовольствие, скажем так, а вот эти вот колпачки защитные, они никаких бликов не дают, никак не влияют на качество съемки, если они в оригинале. Китайские не рекомендую, потому что дают блики. Так, и теперь у меня вот есть 3 чехольчика маленьких. Есть вот такой вот толстенный, но он очень качественный, он прям толстый-толстый. На Алиэкспрессе заказывал, это тоже на Алиэкспрессе заказывал. Эти вот практически одинаковые, но мне серый нравится больше, у него больше бархатистости какой-то внутри и ощущение такое, что он более защищенный, ну и декоративно он как-то презентабельнее смотрится. Вот, для чего вот эти вот чехольчики? Для того, чтобы не покупали всякие вот эти металлические рамочки какие-то, силиконовые штуки. Сняли, запечатали, все. Селфи-палка спокойно сюда накручивается и носится вот так вот комплектом. То есть не нужно никаких вам дополнительных вот этих вот скелетов, которые сверху будут утяжелять эту палку. Представьте, вы на всю выдвинете вот эту вот палку, а если у вас еще и 3-метровая, граммов 150-200 вы лишних повесите на эту камеру. Там будет и прогиб, и болтанка. Так что не заморачивайтесь. Так, далее приступаем к распаковке. То есть из коробочки я уже вытащил, потому что неудобно будет вытаскивать. Что здесь у нас есть? Какой-то рекламный листочек. Инструкция. На китайском, английском языке, ну, в принципе, не нужна. Здесь ощущение такое, что открываешь iPhone. Прямо все классно. В комплекте идет винт. Также идет переходник, как раз таки под вот эту селфи-палку, потому что она винтовая. И вот этот переходничок я, допустим, заказывал отдельно на всякий случай. Вместе с покупкой вот этой камеры. Я, честно говоря, не знал, что в комплекте есть такая штука. Очень практично, молодцы. Далее здесь идет ключ, чтобы затягивать вот этот винт. 2 пакетика с влаговпитывающими. Я так понимаю, это на всякий случай по бокам рассовывается внутри бокса, чтобы не запотевало. Вот. Чехольчик транспортировочный, чтобы в коробке не таскать вот так. Ну и салфеточка фирменная. Это явно оригинал. Чем вам, знаете, я долго определиться не мог, какой мне покупать. Вот этот кейс стоит $85. В районе $40 на Алиэкспрессе есть точно такие же. Вообще ничем не отличаются. Но есть у них все-таки отличия. На коробочке у них написано вот здесь For Insta. Здесь, в принципе, все одинаково. И сейчас мы распакуем вот эту штуку. Я вам покажу еще, какие отличия у них, у самих боксов. Видите, написано крупно Insta360 X3. На подделке просто написано Invisible Dive Case. Все, Insta360 нет. Хотя визуально они одинаковые. Отзывов сейчас очень мало на этот кейс. Он достаточно недавно вышел. Помните, были такие, кто вот, ну скажем так, кто в теме, видели наверняка предыдущая модель, она вот так вот как-то заужалась, и вот здесь вот черная такая полосочка была, вот так вот они это. И там какая-то полулинза такая была на пришивании. Здесь все хорошо. То есть вот кнопочки здесь есть. Быстрого старта запуска. И больше мне что понравилось, что вот сюда загрузка идет. Сейчас покажу. То есть открываем бокс.
Не так просто это сделать. Зацепился. Так, вот мы открываем этот бокс. Открывается он вот так вот вертикально, по принципу коробочки. Вот так вот сделаем. Вот у меня на камере есть линзы. Я спокойненько кладу сюда, так под кнопки. Вот так. Защитные линзы никаким образом отрицательно не будут сказываться на съемке. Видите? Все хорошо. У предыдущего Dive кейса была загрузка вертикальная, то есть открывался колпачок и туда погружалась камера. Из этих защитные колпачки приходилось снимать. Здесь все хорошо. Все. Зацепили. Все. Вот этот переходничок, как раз таки, который был здесь в комплекте. Мы его сюда вот так вот надеваем. Закручиваем винтом. И потом закручиваем сюда на селфи-палку. Все. Можно нырять спокойно. Я этой селфи-палке доверяю. Подводную съемку буду производить с нее. Пусть даже заржавеет. Можно купить новую. Ничего страшного, не таких больших денег это стоит. А вот покупать оригинальный бокс или не оригинальный, честно говоря, ничего не могу сказать. Я решил не экономить, потому что камера не дешевая, хотя у нее есть влагозащита, есть у нее якобы производителем заверенные там 10 что ли метров погружения. Все это ерунда. Предыдущая камера, которая у меня была, X2, я ее продал не так давно. И тот человек, который у меня купил, погрузился в бассейн. И через вот этот вот отсек, где батарейка, аккумулятор, в нее попала вода. Все, камера пришла в негодность. Вот скажите, стоит она такая экономия? Я считаю, что нет. Все, вот здесь вот получается, вот видите, под быстрый запуск, под эти кнопки. Здесь вот кнопочки тоже сделаны. Под водой включили, сняли, фото включили, видео включили, сняли и обработали. Так что вот такой вот Dive кейс на обзоре у нас был сегодня. Хороший, классный. Надо что-то единственное придумать, чтобы можно было транспортировать в чемодане или в рюкзаке, чтобы не поломалось, не поцарапалось. Потому что вещь такая хрупкая достаточно. Ну, в общем, делайте выводы. Спасибо за внимание.